Кажется, сейчас будут новые портативки. Ну что ж, привет, друзья, это Бейс, и сегодня буду рассказывать вам об игре Lost Dimension для PlayStation Vita. Что это такое, спросишь ты меня? Я тебе отвечу, это японский тактический шутер про башню огромную, которая появилась в центре города. Там есть злодей, он говорит, пройдите все этажи, подеремся, и тогда зло исчезнет, мир будет спасен. А проходить эту башню, естественно, придется огромной группе смельчаков, от девочек, мальчиков и странных людей, которых сложно сразу идентифицировать. Япончина все-таки. Зато разработчики умудрились придумать одну очень интересную фишечку. Главный злодей время от времени заставляет нас выбрать предателя среди группы, того человека, который может всех кинуть в самый сложный момент, и произойдет что-то ужасное. Ну, например, самый первый выбор был очевиден, потому что предатель выступил сам и сказал, что «Я не с вами, я пришел сюда только чтобы сделать свое грязное дело». Начал угрожать какой-то девушке, ну, мы его, естественно, убили. А потом злодей, которого зовут Конец, The End, в смысле, его зовут, говорит, а теперь у вас, знаете ли, предатель был не один, но вы о них узнаете немного позже, вы должны сами разгадать тайну предательства. После каждого окончания миссии главный герой, которого зовут Шо, и, видимо, он не из города, впадает в некий транс, и к нему приходят видения, где ему мерещатся его напарники, которые только что были с ним в миссии, и он начинает слышать их мысли. Большинство из них будут светлыми, не агрессивными, а вот некоторые будут встречаться не самые приятные. И так как это япончина, тут нужно общаться. Благо не очень много. Самый длинный и нудный диалог был как раз таки в самом начале, когда мы выявляли первого предателя. И основываясь на выборе Шо, мы подстрекаем всю свою команду голосовать против того, кто кажется нам предателем. Да, сколько их, кстати? Их тут 11, и с некоторыми из них я уже попрощался. Но в бой вступают всего 6, что достаточно много для меня, потому что я любил в других тактических игрушках делать команду там из 2-3 человек, чтобы ничего лишнего. Но здесь, кстати, из-за относительной сложности команда из 6 человек очень часто нужна. Первое, что вам бросится в глаза, если вы будете играть на PlayStation Vita, а не на PlayStation 3, на которой также вышла игра, это графон. Здесь с ним серьезно очень и очень круто. Например, если вы играли во Freedom Wars, то вы понимаете, что PlayStation Vita может тащить очень крутую картинку. Здесь она действительно потрясающая, отличные модельки, супер разрешение, пиксели нигде не торчат. Для тех, кто играл в игры подобного жанра, тут будет небольшой сюрприз, потому что очки за именно передвижение мы никакие не теряем. Мы можем и пройтись достаточно далеко, и выстрелить, например, там по герою, или там закинуться фласками, не знаю, скастовать магию, то есть как угодно. Но, разумеется, у каждого героя все-таки есть некий внутренний лимит его передвижений, и он может прокачиваться через статистику мов, то есть мув движения. В принципе, у всех может быть по-разному, но у меня самая дальноходная, например, Наги Шишиоука. Не пытайтесь никогда прочитать их фамилии очень быстро, потому что это жесть. Мы передвигаемся по полю боя, ищем противников, ищем какие-нибудь секретики или активные объекты окружения, с которыми придется взаимодействовать, чтобы открыть, например, какую-нибудь дверь. Та-та-тира-тира. В боевой системе все более-менее очевидно. Единственное, что тут расширенная система ассистов, которая была далеко не во всех тактических РПГ, потому что если наши союзники находятся рядом с мобом, рядом со врагом, то они все вместе участвуют в битве. То есть ты стреляешь главным героем, или точнее героем, который ты управляешь, другие подхватываются, и то есть у вас получается достаточно хорошая и мощная комбо, которая может высекать многих противников с одной связки. Конечно же, вам нужно еще всем скопом прийти туда и только потом все это замутить, но, в общем, работает это достаточно интересно. Причем работает это не только в сторону союзников, с врагами все то же самое. То есть, как вы можете скопом накинуться на огромного моба и раскатать его за пару секунд, так и эти самые мобы могут вас просто затоптать, что чаще происходит, к сожалению. Да, особенно на высоких уровнях.
Но в целом боевая механика прям супер простая, и в ней абсолютно несложно разобраться даже тем, кто не играл во что-то подобное. Ну и плюс вид от третьего лица главных героев, а не классическая вот эта изометрия видом сверху, может привлечь и даже новых игроков, а потом обязательно поиграйте в игры серии Valkyria Chronicles. Ну и раз уже это RPG, нужно понять, как мы будем видеть прогресс наших героев, то есть получение опыта и level-аппинг. Level-up. За какие-то боевые действия нет, за убийство тоже нет, только по окончании миссии. А миссию можно закончить двумя способами. И все они достаточно банальные. Первый — это убить всех, а второй, не поверите, убить кого-то конкретного. По финалу миссии нам начисляют опыт, за этот опыт у нас получается левел-ап, мы немножко растем в статах, и нам дают 1 очко навыка, которое здесь называется гифт, и вообще вся магия в игре называется гифт, то есть дар некий. И вот с ними уже нужно быть более-менее аккуратным, потому что есть как пассивные навыки, так и активные, и для некоторых героев активные навыки куда важнее, чем какой-то там пассив. Поэтому лучше заранее прикинуть, какие герои вам понравились, с кем бы вы хотели дальше играть, и просто отсеивать ненужных и прокачивать только самых верных и нужных вам. Ибо те, кто не участвует в миссии, получают опыта значительно меньше и, соответственно, не очень-то и качаются. Так что нужно думать наперед. Сами миссии устроены ну прям супер по-японски, то есть у нас они действительно идут как миссии, мы за них получаем какие-то ранги, вот он, например, у меня большинство в ранг S пройдено, каждую миссию можно перепроходить, у нее там есть уровень сложности определенный, но когда вы прокачались, они уже станут более-менее легенькими. Сколько этажей навскидку сказать не могу, но по общим ощущениям где-то 6, я сейчас играю на 4-м, и то есть 6, может быть максимум 7, где у нас будет там на 7-м финальная битва, например, это было бы достаточно логично, или нет. Но еще в игре есть по классике всяческие магазины, как раз таки раздел, где надо прокачиваться, экипировочка и все такое. Ну и пришло время ответить на самый большой и важный вопрос сегодняшнего ролика. Дэн, а зачем ты снимаешь видео по этой игре, если там все такое странное, и зачем в нее нужно играть? Ну, во-первых, это боевая система. Я очень люблю такие игрушки, когда они предстают для меня в немного необычном для жанра свете, я не могу просто от них оторваться. И действительно, она очень круто подходит тем, кто в жанре не очень шарит и хочет проникнуться почему-то подобному. Также она понравится ребятам, которые проходили Freedom Wars на PlayStation Vita, или просто им нравится Shin Megami Tensei. На самом деле, Lost Dimension сложно назвать какой-то супер большой и полноценной игрой, потому что это уровень PlayStation 2, когда у нас всякие игры были типа Full Metal Alchemica, который по анимешке делался, и вот все вот эти вот японские игры, которые действительно вот выглядели абсолютно так же. У нас были определенные миссии, мы их проходили снова, выбивали ранки и получали от этого кое-какое удовольствие и проходили их до конца. Чем я, кстати, и занимаюсь в Lost Dimension, играю в нее уже достаточно давно, но по чуть-чуть. Это действительно удобная для портативки игра, я не знаю, как она играется на PlayStation 3, к сожалению, кроссбая нет, я покупал для Vita, япончина в интересном виде, с прикольной боевкой и занимательной идеей насчет предателей, и вот это все Lost Dimension. Ну, а на этом у меня уже все, это был Бейс, и, конечно же, до новых встреч, пока-пока.